Хо-хо-хо, вы на канале Авроры по Доте 2. Вы присылали нам письма, интересные и смешные, а мы будем выбирать смешные только. Кто выиграет, тот получит джерси. Погнали. Читаем. О, тут целая книга, я посмотрю. Ну давайте. Так, собачка Лифонов 4В. С кентом на Новый год пошли в магазин волонтерами работать. Работали около 6 часов с обеда. Где-то под вечер он начал ныть, что живот болит. Нам надо было работать до 11. Магазин в 11 закрывается. Когда мы начали выходить из магазина, он начал ныть, что хочет срать. И попросил меня подождать на месте. С собой он взял буклетики, которые раздавал в пятерочке. Я думал, он рофлит и решил пойти за ним. Иду, он завернул за угол. Я иду туда и смотрю за угол. И вижу, как одной рукой он вытирает жопу буклетами, а второй рукой держит куртку. Я начинаю смеяться над ним, и он роняет куртку в говно. Ну, это смешно, что? Что это за новогодняя муха с этими гирляндами сверху? Окей. Мы пошли в сторону магазина, чтобы продавщица, которая курила, попросить салфетку. Буклетов, видимо, не хватило. Фу, она тоже начала ржать с этого из того, что вся его куртка в говне. Нас, короче, забрал отец на машине, и мы ехали на Новый год с запахом говна. Понятно. Ну, слишком много мата. Что же у нас в следующей истории? Смотрим. Без ника. Я помню, вот как на Новый год мой папа со мной и с братом выбрал маме моей кольцо в подарок. За несколько минут до полуночи тихонько открыл дверь, позвонил в звонок, я как будто открыл дверь и побежал к маме с коробочкой Деда Мороза. Мама потом довольно ходила за папой и хвасталась ему, что ей предложение сделал сам Дед Мороз. И не понял, на самом деле, смысл истории, что мы купили маме типа кольцо, и чтобы это было Деда Мороза. Ну-ка. Как-то в конце чуть скомканно он написал. Ну ладно, все равно ника нет. Кидаешь помойку просто или что? Окей, ладно. Письмо. Так. GZFR. GZF3R. Моя история про новогоднее чудо. Я искал себе пачку на Dota 2 комьюнити. Там меня пригласили в стат. Я думал, что опять будут гули и странные ребята. Но попал в киберспортивные пачки. Михалыч с цеха на керри разваливал кабины школьникам. Развалил кабины школьникам. Это, кстати, обведено в жирный шрифт. Валера Вячеславович играл на Тимбере. Лучше Амара Зефакера. А остальные двое просто получали удовольствие от пенных напитков и геймплея на баре и Леоне. А на Новый год они скинулись и подарили мне 30 тысяч рублей. Вот так чудо. Вот так я обрел себе привычное и самое лучшее пати. Я все детство играл в танки. Резкий переход. Я все детство играл в танки и был в кланах с 40-летними мужиками. Поэтому, опять же, моих пацанов завода мне... Поэтому, опять же, моих пацанов завода мне в доте и не хватало. Но Новый год — время чудес, поэтому так и получилось. Очень добрая история, кстати. Дали денег и поиграл с мужиками и выиграл. Искренняя история, да, очень добрая. Ну, ладно. Кстати, в общем, другой обертки — это, походу, какая-то очень хорошая история, раз на золотой обертке. Минто The Void нам пишет. Мы решили выснять дом и встретить с чуваками Новый год. К 8 вечера мы 5 пацанов уже полили половину сосны, пытаясь раздуть мангал антисептиком. Мы поняли, что печь там греет только в радиусе 5 сантиметров, и украсили нашу елку скотчем и пустыми банками от пиваса или энергетиков. Рассуждаю. Представляю себе такую вот картину. У них просто стоит какая-то палка вот сухая, они ее типа вот сожгли полностью вот антисептиком и повесили туда просто пустые банки пива. За полчаса до Нового года выяснился самый вот главный наш прокол. Мы забыли шампанское. Мы сидели в тишине, спокойно хавали, и тут стук в дверь. На пороге вот нормально так подвыпивший мужик в ушанке и с живым гусем.
за полчаса до Нового года пришел мужик с живым гусем, отпускает на пол и вот говорит: шумите, мешаете, возьмите вот гуся, но только не кричите. В общем, дай вам Бог здоровья и с Новым годом. Так у нас появился новый гусь Санек. Кстати, ваш тезка. Полночь, мы вышли в лес. Один чувак включил на телефоне запись салюта. Я крикнул: с Новым годом, елки! Гуся потом дали бабушке одного из кентов, и вроде он еще жив. Но не знаю. Как тебе история? Ты вообще веришь, что может, в общем, прийти мужик, сказал, что вы типа шумите, пустить вам гуся домой? Ну, может быть, он посмотрел, как они скучно отдыхают, и решил... И решил чуть их вайбер. Ну да, они сидели просто с банками пустым пива без шампанского и ждали чуда. И вот чудо пришло. Это вам, Александр. Спасибо большое. Legend Аиту. Это было 4 года назад. Мне тогда было всего лишь 11 лет. Я пошел гулять 31 декабря. Я увидел на улице 5 евро. Кто-то их потерял. Я их взял и с радостью пошел в магазин купить чипсики. Но при проверке банкноты в магазине заметили, что она поддельная. Кассирша вызвала полицию, меня увезли в полицию. Что-то какая-то невероятная история, я не могу поверить. Ладно. Ну, может быть, это реально так было, типа, выяснилось в полиции то, что орудует банда поддельников, которая заставляет детей работать, и эти поддельные банкноты менять на настоящие. Меня забрал папа домой потом. В итоге я остался без чипсов. До слез. Маленькая какая-то вот очень история от Джипа Потама. Ну, скорее всего, хипа, но неважно. На упаковке с надписью «Мгновенный снег» дед увидел там мелкую записку, чтобы добавить воды. Высыпал порошок в таз и залил. Через час квартира была уже вся завалена сугробами. Потом мы искали его полчаса в этом вот снегу. Веришь в такое тоже, Сань? Это невероятная история сейчас. Патрули деда, ну это тоже как будто бы из какого-то фильма. Так. Л-13ЦВ. Помню эту историю как сейчас. Мне было 5 лет. И мы с родителями после курантов пошли запускать салют и смотреть на фейерверк. На улице было очень скользко. Отец установил салют и побежал в нашу сторону с мамой. Поскальзывается на собачьей какашке. Опять. Я не знаю, как и каким способом. Но собачья какашка отскакивает от земли или батиного сапога и прилетает мне в лицо. Но если это было реально, типа это реально смешно как будто. Я этого шлепка в табло никогда не забуду. Отец с матерью тогда знатно угорали. Даже вроде фотка осталась моего шоколадного лица. Ну что могу сказать? Все истории с типа вот Новым годом и типа говном, как будто бы, не знаю, как-то вот плохо вот стакается, да, вообще, как будто вот другой типа должен быть вайб. Ну, с одной стороны смешная, с другой стороны довольно-таки... Мерзкая. Не то чтобы мерзкая, как бы sad по-русски. Sad по-русски? Sad story. Это все мать с своим английским, я просто... От мистера Мячик 228, хороший ник. С пацанами отмечали вот Новый год и проговариваем: кто первый уснет, тот лох. Я уснул первым и как лох оказался на утро возле мусорного бака в 4 вот километрах от своего дома. А мы были у меня на хате. Мои парни оправдались вот тем, что я сам захотел погулять. И постскриптум. Я забыл добавить сразу, но эти ишаки отнесли меня к мусоркам на моем же диване. Из-за них я просрал 7000. Так еще они мне не открывали дверь. В общем, одним словом, у меня вот друзья слишком хорошие. Прямо жирным, типа, мощным шрифтом он это водил, что они очень хорошие друзья. Ну, как сказать, еще раз... 4 км пронести диван на мусорку ночью. Ну, возможно, он преувеличил, это было там 4 километра... Типа метра 200. Там в подъезде. Мусорки. Возле двери прямо своей входной. Let's go. Так, Рубикс. В 2023 году на меня и на мою компанию на Новый год вызвали полицию. А я их испугался и залез на верхушку здоровой ели, метров 10-15 точка.
Продолжим дальше. Еще одна золотая история тебе. Вейс 1XXXX. Неожиданно. Младшему брату как-то на Новый год подарили не то, что он хотел. Бывает. Какую-то не ту модель игрушечного автомата или что-то такое. Он тогда был маленький и после курантов ушел спать почти сразу же. Мы праздновали Новый год всей семьей, и с нами был двоюродный брат, который работал аниматором Деда Морозом. Он был сразу с праздником, и костюм был при нем. Для веселья он его надел. Потом младший брат в 3 часа проснулся и увидел Деда Мороза. Спрашивает: «Почему ты подарил не то?» А брат был немного пьяный и ответил: «Ты не заслужил», или что-то в этом духе. После этого малой взял посох, лежавший на полу, и втащил брату со всей дури. На следующий день двоюродный брат повез его в детский мир выбирать еще подарок. Младший не узнал, что это был двоюродный брат. Не узнал или узнал? Не узнал. Ну, как будто бы, типа, малого на очень всю жизнь будет такая, типа, установка, что если ты кого-то, типа, даешь, ну, то ты получаешь то, что ты хочешь, в принципе, нормально. It's a man's world. Ты бы так, да, бы сделал? Если бы тебе пнул бы палкой, пошел бы купил подарок. Вроде вторая была нормальная. Вторая была прикольная, да. Ну вот история про новогоднее чудо, что наконец-то парень нашел своих корешей, с которыми он рос в танках. Там же не так было. Ну, куда секунду. Мне кажется, он их просто нашел, сказал, что он играл в танки все детство, Да, а потом да, познакомился с этими ребятами. Но он с такими же ребятами рос, получается, в танках, и потом он их наконец-то встретил. В доте начал с ними В играть. этом гулевском дота-комьюнити нашел своих людей, и это очень романтично, я бы сказал. Поэтому мы выбираем вот эту вот историю. Вот тебе твои кореша подарили 30 тысяч рублей. Какие-то миллионеры, если честно, есть. Вот. А мы тебе подарим за твою замечательную историю целую футболку Аврора. Бесценно, это было сказать. Бесценную. Хо-хо-хо, вот мы и закончили наши посиделки новогодние. Спасибо большое, что смотрели. Вы тоже можете выиграть уже свою джерси, если напишите нам свою вот новогоднюю историю в комментариях. Будем читать и выберем самую лучшую. Спасибо большое, что смотрели, и с наступающим. Пока. Вы представляетесь как-нибудь очень странно, типа «Хо-хо-хо, привет, с вами Аврора». Вы присылали свои письма Санта-Клаусу, Деду Морозу. Дед Мороз, конечно. Дед- Мы не Срата Америка.